Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вместе со мной. Сегодня у меня вот такая ажурная красота, столбики и ажурные ряды. Вот. Кофточка короткая, как того требует мода этого лета. Короткая, но с длинным рукавчиком. Модно, вяжется очень просто, потому что вязать полустолбики и воздушные петли, я думаю, умеют все. Как это связать все вместе и получить такую красоту, надо смотреть видео. Давайте смотреть. Для вязания нашего летнего топика нам понадобятся колечки. Что такое колечки? Вот. Это наш первоначальный узор. А вообще вы можете набрать воздушные петли и связать столбики с накидом. Тоже как вариант. А что такое колечки? Это 4 воздушные петли. Вот, допустим, вы здесь связали уголочек, узелочек. 4 воздушные петли и в первую петлю столбик с одним накидом. Вот у нас уже и колечко есть. 1, 2, 3, 4 и в первую петельку столбик с накидом. Набираем столько петель, сколько вам необходимо на ваш объем, вне зависимости. Петли мы не считаем. Вот сколько вам надо, столько мы набираем. Набрали. Вязание нужно выровнять, чтобы все воздушные петли смотрели вниз, а столбики были наверху. То есть мы будем вязать за столбики. Выровняли вязание, присоединяемся к нашим первым колечком и вторым. Провязываем 3 воздушные петли подъема. Это у нас будет столбик. 1, 2, 3. Всегда сложно эту ниточку найти. Теперь в кольцо вяжем 1, 2, 3. И между колечками столбик с накидом. Опять в кольцо 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Между столбик с одним накидом. Вот. Если колечки вязать не хочется, вяжем просто воздушные петли и столбики с одним накидом. Мы будем вязать резиночку. Вот таким образом мы провязываем первый ряд, 3 столбика и 1. 3 провязали, 1 у нас уже был, мы просто соединяем самое начало и самый конец. А теперь вяжем резиночку. Одну воздушную петельку сделали. Первый столбик рельефный лицевой. Второй рельефный изнаночный. Опять лицевой, изнаночный. Таким образом нам нужно провязать рядочков 5, а потом будем вязать узор. Го просто в видео. Я провязала несколько рядочков резиночкой, вот примерно так. Теперь будем вязать узор. Узор у нас очень простой, воздушные петли. Весь ряд воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 воздушных петель. Пропускаем 1 столбик. Следующий столбик без накида. Вот. Или даже, наверное, чтобы было проще, давайте пропустим 2 столбика внизу и будем провязывать столбики без накида, допустим, в рельефные столбики лицевые. Вот в этот рельефный, чтобы не считать. Следующий рельефный через столбик. Наша задача провязать 20 воздушных петель. Провязали 20 воздушных петель. И как мы заканчиваем последнюю арочку. 10 воздушных петель и столбик с 1, 2, 3, 4, 5, 5 накидами. Вместо вкалывания самой первой нашей воздушной арочки
Наша задача все связать и оказаться на самом верху нашей цепочки. Вот. Теперь мы на каждой цепочке в центре вяжем, делаем накид, полустолбик. Провязали, сделали накид. Теперь надо всегда соединять одинаково 2 цепочки. Провязали. Саму цепочку полустолбик. Самое главное, да, всегда в одном месте их переплетать. 2 цепочки полустолбик, 1 цепочка полустолбик. И вот таким образом наша задача объединить все наши арочки полустолбиками. И эти полустолбики мы будем вязать еще с обратной стороны туда и обратно 4 ряда. То есть сейчас мы просто объединяем саму цепочку полустолбик, за цепочку завели 2 вместе, саму цепочку полустолбик завели, что всегда в одном направлении. И у нас вот так получится вот такая красивая цепочка. Я провязала 3 раппорта узора, получилась резиночка, воздушные арочки, столбики, вернее полустолбики, опять арочки, полустолбики и 2 ряда полустолбиков я провязала. Теперь, так как у меня кофточка будет короткая, я буду вязать рукава, сразу набирать с одной стороны. И смотрите, что я сделала. Я отдельно ниточку привязала и набрала еще наши колечки, с которых мы начинали вязать. Точно так же набираем колечки с другой стороны. Так же, как мы уже набирали 1, 2, 3, 4. В первую петлю столбик с одним накидом. Мы набираем колечек на ту длину, на которую вы хотите, чтобы у вас был рукав. И начинаем вязать, как мы с вами начинали вязать в самом начале. У нас получилось 3 столбика в колечко и между ними 1. Мы будем точно так же вязать, только мы будем вязать 3 полустолбика и между ними столбик. То есть узор у нас сохраняется. Набираем 10, может быть 15 колечек, провязываем весь рукавчик и одну половиночку спинки. Доходим и провязываем по уже набранным колечкам полустолбики. Туда и обратно у нас получится столько же 4 ряда, как и весь наш узорчик. Набираем пока. Я провязала по отдельности, получается, вот смотрите, мы начинали с вами с набора колечек. Я провязала 2 рядочка туда-обратно и опять начала вот эту нашу красоту ажурную. Раппорт у нас получился 1, 2, 3. Я провязала, все, ниточку отрезала. Это у меня половинка спинки будет. Половинки спинки. Теперь, что делаем мы теперь? Теперь наша задача все то же самое связать. Вот где наши колечки, мы вкалываем туда крючок. И так как уже получается 2 ряда мы связали само колечко, мы провязываем еще 2 рядочка. Опять вытянутые петли, не вытянутые, а воздушные арочки. Вяжем все точно так же. В кольцо у нас уходило 3 полустолбика, между кольцом 1, между колечками. Вот. То есть наша задача провязать точно так же, как все у нас было провязано. То есть мы повторяем весь узор, все наши полустолбики. Все точно так же, как и было связано. Это у нас уже будет поворотная сторона, да? Вот, точно так же провязываем. Потом плечи сшиваем. Вот я поделила меру маркером, да? Вот это все будет плечо, рукав
и плечо. И вот по центру расстояние для горловины оставляем, но это уже чуть позже. Пока вяжем основу нашу и уже потом будем сшивать. Я провязала после того, как мы с вами рукавчики, да, начали. Вот так вот покажу. Со стороны спинки я провязала 3 раппорта узора, а впереди только 2. Вот 1 и 2. Теперь с изнаночной стороны нужно все сшить. Маркерами мы выделяем места для выреза горловины. Горловина будет вот такая ровная. Никаких выделений мы делать здесь не будем вывязывать, а просто выделим равное количество столбиков на рукаве и маркерами закрепим. Прошиваем с изнаночной стороны с одной стороны и с другой. Каким образом? Просто столбики без накида мы с вами прошиваем до горловины. Горловину уже определяем сами, то есть мы с изнаночной стороны складываем все эти дела. И столбик в столбик, это здесь просто сделать, у нас же тут тоже столбики. Закрепляемся в самый первый наш полустолбик. И просто-напросто вот так вот на изнаночной стороне вкалываем в одну сторону и в другую, и столбиком без накида провязываем до горловины все наши столбики. Сделала. Для аккуратности обвязала полустолбиками. 5 полустолбиков на длинной арочке, 5 полустолбиков на плотной. И вот таким образом чуть-чуть я подсобрала, и получился вот такой рукав. Изнутри, конечно же, мы прошили, спинка чуть длиннее, рукав 3/4, как многие любят, и в то же время короткий. Получился у нас топик или кофточка. Сейчас это очень модно, именно короткая длина. Под джинсы, под юбки, под абсолютно все. Сейчас все носят короткую форму. Если вам хочется длинную, это же ваше личное дело, набираем резиночку и вяжем до проймы, если это длинная у вас работа, примерно 40 сантиметров. Дальше вяжем рукава. У меня идея вот такая: летняя, молодежная. То, что сейчас носят и спрашивают. Пряжи у меня ушло 200 грамм, потому что на рукава всегда нужно закладывать чуть больше пряжи. И получилась такая ажурная красота. Надеюсь, вам тоже идея понравится. Возьмете себе на вооружение и свяжете. Если досмотрели ролик до конца, то это здорово. Все-таки я рекомендую досматривать до конца, а потом вязать. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вместе со мной. До новых встреч!